Ничего не сделаем, сдавайся! Иди сюда, ничего не сделаем с тобой, иди сюда! Лежать, не двигаться! Руки поднять, объем! Руки быстро! Эти кадры, изображающие чеченских боевиков, стали довольно известной хроникой Чеченской войны. Их часто составляют документальные фильмы о различных событиях той войны. В действительности эти кадры были сняты вечером 6 января 2000 года, южнее Шали, во время того, что сами боевики называли началом своего контрнаступления. Известны даже имена некоторых попавших в кадры людей и командира этого отряда. Но обо всем по порядку. Итак, мы продолжаем говорить о событиях, произошедших в тени штурма Грозного в конце 99-го и начале 2000 года. Событиях, обделенных тогда вниманием прессы и общественности, но оттого не менее важных и драматичных. В прошлый раз мы закончили разговор о бое в селе Дубаюрт в последний день 99-го года, когда, потерпев неудачу на входе в Аргунское ущелье, российскому командованию стало ясно, что крупные силы противника находились не только в блокированном на тот момент Грозном, но и в горной и южной Чечне, где еще было множество населенных пунктов, не занятых российской армией. Несмотря на это, достаточных сил для наступления в Южной Чечне не было. Все силы притягивала битва за Грозный. Поэтому даже в только что занятых населенных пунктах оставались гарнизоны в виде комендатур и временных отделов внутренних дел, состоящих из милиционеров и ОМОНовцев, усиленных, в лучшем случае, парой БТРов или БМП. Активизировать крупные наступательные действия в южном направлении предполагалось после взятия Грозного. Собственно, так оно и произошло. Наступление на Шатой произошло лишь во второй половине февраля. Группировки боевиков в Грозном и горной Южной Чечне предполагалось бить последовательно, по частям, и во всей этой логике было лишь одно рискованное допущение. Предполагалось, что южная горная группировка боевиков так и будет продолжать обустраиваться в горах, не предпринимая активных действий, позволив спокойно, не торопясь, взять Грозный, а потом переключить внимание основных сил российской армии на себя. Именно в этом заключался главный изъян подобной стратегии, из-за которого произойдут события, о которых мы сегодня говорим. В горах сидели очень серьезные противники, которые отлично понимали, что чем дольше держится Грозный, тем дольше будут скованы российские силы для наступления на юге. Поэтому командиры южной группировки боевиков приняли нетривиальное решение, к которому оказались абсолютно не готовы их оппоненты из числа руководства российскими войсками. Предпринять достаточно крупные наступательные действия в тылу российской группировки, штурмующей Грозный, выйдя с гор на равнинную часть республики. Предполагалось спуститься с гор и действовать тремя основными отрядами. Два отряда должны были захватить крупные населенные пункты – города Аргун и Шали. Третий отряд, разделившись на несколько групп, должен был перерезать российские коммуникации и устроить сразу несколько одновременных засад на дороге, разгромив тыловые колонны, снабжающие части, штурмующие Грозный. Предполагалось нанести российским войскам максимальные потери, переключив на себя часть сил от штурма Грозного, после чего снова вернуться в горы. Главным мозгом в этой операции и ее руководителем был известный полевой командир Хаттаб. Хаттаб, это, я сейчас выскажу свое мнение, самый серьезный противник российской армии за обе чеченские кампании. Это вообще самый последовательный и принципиальный противник, даже не российской, а еще советской армии. Человек родился в небедной семье в Иордании и вместо учебы в США, куда его отправляли родители, в 1987 году поехал воевать в Афганистан против советских войск. После вывода советской армии участвовал в нападениях на российских пограничников в Таджикистане, в том числе и в самом знаменитом эпизоде – уничтожению 12-й погранзаставы. Там он участвовал лично, руководя одной из групп афганских боевиков. В 1995 году узнает о войне в Чечне и прибывает туда,
имея серьезный боевой опыт и подготовку, полученную в афганских лагерях. Быстро получает под свое руководство небольшой отряд, с которым в апреле 96-го громит колонну 245-го полка, нанеся российской армии крупнейшие единовременные потери за всю Первую Чеченскую войну – 73 погибших. В августе 96-го участвует со своим отрядом в операции «Джихад» – захвату Грозного боевиками. В 97 году организует нападение на 136-ю мотострелковую бригаду в Буйнакске. В 99-м именно он, а не Басаев, в значительной степени руководит действиями боевиков при вторжении в Дагестан. Руководит, надо сказать, очень даже неплохо. Именно он осуществлял руководство прорывом боевиков из Аргунского ущелья, когда будет уничтожена 6-я рота. Крупнейшие единовременные потери российской армии тогда обновили свой печальный рекорд. И опять с помощью Хаттаба. Кроме того, в период независимости Чечни с 96 по 99 год на территории бывшего пионерского лагеря в Сержень-Юртовском районе Хаттаб организует учебный центр «Кавказ», тренировочный лагерь для подготовки террористов со всего мира. Инструкторы из Афганистана и Саудовской Аравии обучали курсантов в ходе 3-месячных курсов основам партизанской войны, минно-взрывному и диверсионному делу. Стрелковая подготовка, топография, ориентирование на местности, физо – все было на высоком профессиональном уровне. Из числа таких курсантов и соратников Хаттаба вышел еще целый ряд полевых командиров, вроде Абуль-аль-Валида или Абу-Джафара, которые также отметились. Тот же Дубаюрт, гибель отряда Пермского ОМОНа, разгром колонны 51-го парашютно-десантного полка. Это все они, питомцы Хаттаба. Значительная часть выпускников Хаттабского учебного центра шла на комплектование так называемой Исламской международной миротворческой бригады, созданной в 1998 году. Главной целью бригады было создание на территории Чечни исламского государства. Флаг у миротворческой бригады был вот такой. Смотришь на него и сразу испытываешь умиротворение, правда? Сразу чувствуется ребята-миротворцы. Однако, несмотря на название, не надо думать, что бригада состояла сплошь из арабов. Значительная часть бригады была укомплектована чеченцами. Идеи ваххабизма и создания исламского государства с шариатом все более ширились в независимой Чечне, которая все больше скатывалась к пародии безумного Макса с полным отсутствием порядка государственности и раздроблением вместо этого республики на владение отдельных феодалов с единственным правом сильного, правом того, у кого больше стволов. Вот одним из таких феодалов был Рамзан Ахмадов. Его полноправным владением был Урус-Мартановский район. Здесь Рамзан активно занимался рабовладельческим бизнесом, поставив на поток захват и выкуп заложников. Ввел в Урус-Мартане законы шариата, с 1998 года осуществляя на площади города публичные казни, телесные наказания и в общем чувствовал себя неплохо. Президентом Чечни тогда числился как бы Аслан Масхадов, но после покушения на него в 1998 году, в котором, кстати, подозревался Рамзан Ахмадов, Масхадов притих, никак не препятствуя усилению ваххабитов и исламистов в республике, с каждым днем теряя влияние и попадая в фактическую зависимость от Басаева и Хаттаба, которые были, естественно, очень дружны с Ахмадовым. Это я все к чему? Рамзан Ахмадов станет одним из ключевых командиров боевиков в январских боях. Это был человек, непримиримо настроенный к России и к любому компромиссу с Россией. Смертельный враг России, как и 5 его родных братьев. Все 6 братьев Ахмадовых воевали против России, и все 6 в период с 1999 по 2002 погибнут с оружием в руках. Однако же Рамзан был без вопросов самым уважаемым и серьезным командиром среди братьев, с опытом войны еще в Абхазии, в составе абхазского батальона. И именно Рамзан Ахмадов был командиром исламской миротворческой бригады. Именно эта бригада стала костяком сил боевиков в их январском наступлении. На известном видео, где Хаттаб накануне операции инструктирует командиров, виден и Абуль-Валид, и Рамзан Ахмадов. Интересно, кто вот этот колоритный парень с повязкой на глазу, которому еще только попугая на плечо не хватает. Я вот не нашел больше о нем никаких сведений, может кто подскажет и напишет. Итак, к наступательным действиям собирались перейти, возможно, наиболее подготовленные в тот момент отряды боевиков, значительную часть которых составляли натурально профессиональные военные.
получивший боевой опыт и подготовку, которую не каждый российский военнослужащий тогда мог получить. Враг был непримиримый, идеологически устойчивый и фанатичный. Плюс после удачного боя в Дубай-Юрте в их рядах царил моральный подъем. Вели их в бой очень грамотные командиры. Хаттаб, Рамзан Ахмадов со своими братьями, Абу Валид и Абу Джафар. Эти ребята не были авантюристами, объективно оценивали свои силы. План был построен на тщательной разведке путей выдвижения, предварительного наблюдения за трафиком движения российских тыловых колонн и уровнем их охраняемости. Имелась агентурная разведка из числа своих сторонников и осведомителей, которые остались под видом мирных жителей в недавно занятых Аргуне и Шали, и которые информировали о составе и численности российских гарнизонов. Вся обстановка говорила о том, что сплошной линии фронта между предгорьями и равнинной частью Чечни нет. Российских заслонов и российских частей на пути выдвижения нет. Колонны ходят интенсивно и регулярно, с минимальным или же вовсе без охранения. Российское присутствие в Аргуне и Шали представлено лишь в комендатурах из числа командированных милиционеров и небольших блокпостах на важных участках шоссе и дорог, которые в большей степени охраняли лишь сами себя и не контролируют ситуацию в округе. В таких условиях в первых числах января был разработан план. Надо сказать, что эти события во многом известны и восстановлены благодаря видео самих боевиков, которые очень активно отсняли эту операцию, в том числе подготовку и сборы к ней. Эти видео YouTube постоянно блокирует и удаляет. Я, конечно, попробую их использовать, но использовать их буду ограниченно, потому что я уверен, что мне несколько раз придется монтировать это видео и перезаливать на YouTube, чтобы оно прошло все проверки. Однако же на видео сбора можно оценить численность задействованных сил, которые, кстати, Хаттаб никогда и не скрывал. Озвученная им общая численность в 400 человек вполне вяжется с кадрами и дальнейшими событиями. Боевиков всего было 400-500 человек, не больше. Сразу скажу, что это немало. У Хаттаба никогда не было вообще больших отрядов, он и не любил действовать крупными отрядами. Для его стиля войны крупные отряды были не нужны и только мешали. При этом, напомню, боевики действовали не полутысячной толпой, а 3 отрядами, каждый из которых не превышал 200 бойцов. Это прослеживается на их видео. К тому же эффект присутствия боевиков повсюду достигался за счет максимального интенсивного использования их отрядов, постоянной их переброски. Тот же Абу Валид 1 января был в Дубай-Юрте, где фоткался на известном уничтоженном БМП. А через неделю он уже со своим отрядом выступил в поход на Аргун. По Южной Чечне, которую они тогда контролировали почти безраздельно, боевики активно передвигались на автобусах и грузовиках. К тому же, когда не надо наступать на укрепленного врага, а тебе противостоят лишь милиционеры и тыловые колонны, то 500 человек в условиях Чечни – это грозная сила. Наконец, боевиков ждали сторонники в Аргуне и Шали. Это несколько десятков затаившихся человек внутри населенных пунктов, которые взялись за оружие почти сразу, как туда вошли отряды Хаттаба. День 6 января 2000 года клонился к сумеркам. Начал падать снег, который препятствовал использованию авиации. Под прикрытием метели боевики стали спускаться с горных сел на равнину. Наступление началось. Отряд Рамзана Ахмадова двигался к Аргуну, когда утром 7 января вышел на территорию заброшенного трубного завода у села Герменчук. На территории большой пустой промзоны боевики расположились на дневку, чтобы с наступлением темноты продолжить движение к Аргуну. Однако именно здесь, на Трубном, неожиданно для обеих сторон было суждено разыграться первому бою. В Шалинское РОВД поступила информация о том, что на территории завода замечена группа боевиков. Видимо, численность группы оценивали в несколько человек, так как на проверку этой информации было послано лишь 3 БМП 74-й мотострелковой бригады с ульяновскими и якутскими ОМОНовцами. На большой заводской территории БМП разделились, и одна из них, оторвавшись от остальной группы, пошла вглубь вдоль бетонного забора, где и нарвалась на неожидающих гостей боевиков. На БМП обрушился шквал огня, в том числе из гранатометов. После первого попадания гранатомета погиб находившийся на броне лейтенант Александр Курохта. БМП застыла у бетонного забора и загорелась. Всего в БМП находилось 6 военнослужащих 74-й бригады. 3 погибли, 3 смогли покинуть горящую машину и укрыться за забором. Выручить этих бойцов ОМОНовцы из оставшейся группы не смогли. В это самое время их тоже начинают поливать огнем. В
первые же минуты боя гибнет командир якутского ОМОНа подполковник Александр Рыжиков. Поражается из гранатомета 2-я БМП. Всего погибло 5 милиционеров. Еще одного убитого потерял Нижнетагильский ОМОН, который пытался прийти на выручку якутчанам со стороны Аргуна. В итоге самих ОМОНовцев удалось вытащить лишь с наступлением темноты. 3 бойцов, укрывавшихся за забором, были взяты в плен и показаны на известном видео боевиков. Итог спонтанного боя на трубном заводе: 9 убитых и 3 попавших в плен. По числу потерь уже один этот эпизод сравним с печально известным боем в Дубоюрте. А это было только начало. Остается отметить, что из 3 пленных вернуться живым удалось лишь одному. После боя по территории завода отработала артиллерия, но отряд Ахмадова уже покинул его и растворился в темноте. Российское командование потеряло этот отряд, однако раннее обнаружение не изменило планов Ахмадова, и он продолжил двигаться к Аргуну, выйдя к нему к утру 9 января. Гарнизон Аргуна в этот момент, как я уже говорил, состоял сплошь из милиционеров. На железнодорожной станции Аргун дислоцировался отряд дальневосточного УВД на транспорте. Это около 90 человек. В здании комендатуры находились нижнетагильские и самарские ОМОНовцы. Это около 80 человек. Однако чего, скорее всего, не знали боевики, так это то, что за 2 дня до этого в Аргун прибыли еще 3 сотни челябинских милиционеров, только что прибывших вообще в Чечню. В Аргуне они еще даже не успели получить свои задачи. В 9 утра 9 января боевики с нескольких сторон вошли в Аргун. Очень быстро и весь Аргун фактически оказался под контролем боевиков. Весь гарнизон, по сути, оказался запертым в 2 местах: станции, где оборонялись дальневосточные милиционеры, и комендатуры, где засели челябинские и нижнетагильские милиционеры. При этом, столкнувшись с явно большим количеством милиционеров, чем они рассчитывали, боевики не стали предпринимать даже штурма зданий, а лишь усиленно поливали их огнем. Комендант Аргуна, полковник Кушнарев, в это время находился за пределами города на совещании. Единое руководство 2 изолированными друг от друга очагами обороны отсутствовало. Дальневосточные транспортники, которые даже не ОМОНовцы и не собровцы, да и к тому же впервые в жизни попали в такой замес, тут же стали запрашивать срочную помощь. Тут надо немного отступить и вспомнить о так называемом эффекте Пикенхэма. Это психологический термин, назван в честь английского офицера Пикенхэма, который был наблюдателем в японской эскадре во время Цусимского сражения. По итогам боя Пикенхэм составил отчет своему руководству о том, что русские корабли вели крайне меткий и губительный огонь. Пикенхэм готов был мамой поклясться, что уцелел лишь чудом. По итогам Цусимского боя японский флот не потерял ни одного корабля, чего не скажешь о русской эскадре, а безвозвратные потери японских моряков были почти в 50 раз меньше, чем у русских. Эффект Пикенхэма – это субъективное искажение реальной оценки обстановки, которое складывается из-за того, что, находясь под обстрелом, тебе кажется, что все пули и снаряды летят прямо в тебя, даже когда это не так. Это я к тому, если вдруг кому-то в голову придет мысль считать попавших под обстрел милиционеров трусами и паникерами. Когда ты лежишь на бетонном полу здания, по которому лупят из гранатометов и пулеметов, а еще вдобавок кричат тебе, что сейчас тебя придут резать, согласитесь, может сложиться впечатление, что сейчас оно так и будет. Это мы сейчас, задним умом, понимаем, что боевикам было не под силу штурмовать здание, и они даже не собирались этого делать. Так или иначе, милиционеры запросили срочную помощь, оценивая свою ситуацию как критическую. 3 их коллег находились в этот момент на блокпосту у железнодорожного моста возле Аргуна. Там стоял гранатометный взвод 74-й бригады, 1 БМП и 1 танк. Милиционеры с рациями в руках, из которых были слышны призывы их коллег о помощи, обратились к бойцам блокпоста. Без подтверждения у своего командования на месте было принято решение немедленно выдвигаться на помощь дальневосточным милиционерам. Выдвинулось на помощь 10 человек. 7 бойцов 74-й бригады с блокпоста и 3 тех самых коллег дальневосточных милиционеров на 1 БМП и 1 танке. Как только небольшой отряд въехал в Аргун, танк сразу получил 3 попадания из гранатометов. Башню заклинило, и танк вышел из боя. Следом была сожжена БМП. Из 10 человек помощи погибли 9. Выжил лишь 1 раненый боец 74-й бригады.
При этом за все время осады у дальневосточных милиционеров, просивших о срочной помощи, погиб лишь 1 человек. В это время в Аргун вернулся его комендант, полковник Кушнарев. К зданию комендатуры он проехать уже не смог, повсюду велся обстрел боевиками. В итоге он выехал на другую окраину Аргуна, к блокпосту, на котором стояли подразделения 33-й бригады внутренних войск. Старшим здесь был майор Никита Кульков. Кушнарев принялся тут же уговаривать Кулькова срочно выдвинуться на помощь комендатуре, мотивируя это тем, что там 3 сотни только что прибывших челябинских милиционеров, которые не смогут сами дать организованный отпор. Опять же, теперь мы знаем, что милиционеры вполне себе дали отпор боевикам и в принципе уверенно держались, потеряв за время осады, как и дальневосточники, лишь 1 человека смертельно раненым. Однако там, на месте, ситуация оценивалась как критическая. Кульков решает срочно выдвигаться на помощь. Выезжали в Аргун колонны из 3 БМП. На первой находился сам майор Кульков, на второй старший лейтенант Михайлов, на третьей лейтенант Мулин. Следом за ними ехал на грузовике ГАЗ-66 полковник Кушнарев с водителем и еще 1 самарским милиционером. Всего в отряде помощи было 17 человек. Боевики, заняв позиции в квартирах, прилегающих к дороге многоэтажек, уже ждали возможную колонну помощи. За 70 метров до здания комендатуры первые 2 БМП были подбиты. Все 3 офицеров, Кульков, Михайлов и Мулин, погибли. Из боя смогла выйти лишь 3-я БМП. Всего погибло 13 человек. Полковник Кушнарев, бросив свою машину вместе с водителем и еще 1 милиционером, пешком пробирались обратно к окраине города. Но наткнулись на боевиков, и в завязавшемся бою полковник Кушнарев погиб. В итоге смогли выйти к своим из Аргуна пешком лишь водитель и 2-й милиционер. Вот так, обреченные изначально на провал, обе попытки пробиться на помощь зажатым в Аргуне милиционерам закончились полным провалом и привели к гибели свыше 20 человек. Внимательный зритель, конечно, испытает чувство дежавю с боями по оказанию помощи Майкопской бригаде в Грозном или бою в Дубай-Юрте. Попытки, не разобравшись в обстановке, шашками наголо рвануть на помощь окруженным, кончаются большими потерями прежде всего для самих спасителей. Я лишь отмечу, что такой трагичный рисунок вообще присущ любой войне. Такие ситуации возникают независимо от того, где и какая армия воюет. Достаточно почитать о самом кровавом для армии США бое в иракской войне в городе Ан-Насирия. Ну или может быть когда-нибудь мы дойдем и поговорим отдельно об операции «Красные крылья» и посвященному ей фильму, а заодно и в целом Афганистану. Примерно к обеду стрельба в Аргуне стихла. Боевики предложили окруженным милиционерам сдаться, получили отказ, после чего ситуация здесь стабилизировалась. Надо заранее сказать пару слов на, возможно, самый популярный вопрос: а где была в это время авиация? Окруженные в Аргуне милиционеры запросили поддержку авиации, и она была им оказана. В течение дня 9 января над Аргуном кружила пара вертолетов МиГ-24 и с ним почему-то Ми-8. Эта пара по запросу милиционеров дала 1 залп по зданию, с которого по окруженным боевики вели особо плотный огонь, но накрыли вместо него совершенно другое здание. Больше огневую поддержку вертушки не оказывали, а лишь кружили над Аргуном и окрестностями, позируя для камер боевиков, которые их без особой опаски снимали. Аллаху Акбар, сюда идти. может في حلقة В общем, эффектную поддержку авиации оказать не смогла. Возможно, в том числе и потому, что среди милиционеров в окруженной комендатуре просто не нашлось человека, который бы сумел вести авиакорректировку. Там сидели, напомню, только что прибывшие в Чечню милиционеры из Челябинска, которые взаимодействию и корректировке авиации не обучались. В это самое время, с утра 9 января, второй отряд боевиков под непосредственным руководством Хаттаба в нескольких местах вышел к автодороге восточнее Аргуна, на участке между Мескер-Юртом и Джалкой. Были организованы засады у моста через реку Джалку и южнее, у населенного пункта Мескер-Юрт.
Засады были организованы на высочайшем уровне. Хаттаб полностью повторил успешную тактику как под Ярыш-Марды. На случай сопровождения колонны бронетехникой заложили 2 фугаса. В отдалении от основного места засады вдоль дороги были обустроены дополнительные огневые точки, которые должны были встретить возможную помощь попавшим в засаду. Позиции непосредственно засады были оборудованы в инженерном плане, вырыты окопы и траншеи. Боевики закрепились, включили свою камеру и стали наблюдать. Ждать долго не пришлось. Вскоре показались одни из самых знаменитых Уралов Чеченской войны, так как они попали на одни из самых узнаваемых кадров этой войны. Это были Уралы частей материально-технического обеспечения 33-й и 101-й бригад внутренних войск, которые везли различный скарб в интересах штурмующей в этот момент грозной 101-й бригады. Печки, полевую кухню, кровати, палатки и так далее. Колонну прикрывали вообще несколько БТРов, однако из-за полома грузовиков колонна фактически распалась на несколько колонн. Та, что первая вышла и появилась у засады, состояла исключительно из грузовиков, без какого-либо прикрытия. Головная машина налетела на фугас, раздался взрыв, после чего колонну стали расстреливать. Как минимум 3 Урала, попавшие в кадры боевиков, были сожжены. Но в реальности, скорее всего, были уничтожены еще несколько машин, судя по итоговому количеству убитых. Был уничтожен и Урал с полевой кухней, где погибла женщина-военнослужащая, повар Ирина Рыжова. Здесь же были сняты известные кадры пленения уцелевшего российского солдата, лично Хаттабом. Пленного боевики увели с собой. Дальнейшая судьба его неизвестна, из плена он не вернулся. Скорее всего, его имя Виктор Федоренко. Он считается погибшим 9 января. С помощью видео боевиков мы знаем и о случае, вполне достойном звезды героя. Один из выживших, чтобы не попасть в плен, совершил самоподрыв гранатой. Однако, получив тяжелейшую контузию, выжил. Боевики его подняли и попытались увести с собой, однако пленный постоянно падал и отказывался уходить с ними. После чего Хаттаб под камеру его расстрелял. Никто из официальных органов армии или МВД не проанализировал эту запись, чтобы идентифицировать военнослужащего, подорвавшего себя гранатой. Повторюсь, такое, как правило, вполне заслуженно оценивается присвоением звания Героя России, и мы об этом еще поговорим чуть ниже. Но это ведь никому не надо, кроме энтузиастов, которые собирают по крупицам сведения, изучая эти события. В известной работе «Аргун-9», ссылка на которую, напомню, будет в описании, утверждается, что с высокой долей вероятности этот человек – майор 101-й бригады внутренних войск Сергей Васильевич Колесников. Дата смерти у него 9 января. Это единственный офицер бригады, погибший в этот день. Ну и визуально сходство налицо, несмотря на ужасное качество видео боевиков. В ходе засады на колонну у моста через Джалку погибло как минимум 17 человек, из тех, имена которых удалось установить. Стоит отметить, что водители и тыловики даже в такой безвыходной ситуации смогли оказать сопротивление и даже нанесли хаттабовцам потери. Судя по видео боевиков, они в этом эпизоде потеряли по крайней мере 2 убитых. На помощь к месту засады была поднята по тревоге и направлена группа 16-го отряда спецназа внутренних войск «Скиф» в составе 40 человек на 4 БТРах. Спецназовцы понимали, чего стоит ждать от боевиков, и к месту боя не летели, усевшись на броню, а выдвигались, спешившись под прикрытием брони. При выдвижении они наткнулись на ожидаемый заслон боевиков. Завязался бой, в ходе которого боевики подбили один из БТРов скифов. Спецназовцы потеряли 3 раненых, избежав безвозвратных потерь. Однако 40 бойцов не могли быстро пробиться через позиции хорошо окопавшегося, с тяжелым вооружением и сопоставимого по численности противника. Спецназ отошел. Куда более кровавым этот день выдался для другого отряда спецназа внутренних войск, 20-го отряда спецназначения «Вега». Почему-то именно спецназовцам «Веги» поставили задачу по сопровождению колонны на том же шоссе, только чуть южнее, у Мискер-Юрта, где, как уже говорилось, также была организована засада. Сводную колонну грузовиков из различных частей внутренних войск сопровождали 2 своих БТРа и 2 БТРа 20-го отряда спецназа. Колонна была огнем боевиков рассечена на несколько частей. В самом начале был подбит БТР внутренних войск, а затем БТР из отряда спецназовцев. Когда к горящему БТРу приблизились боевики, один из бойцов спецназа, раненый сержант Иван Кропачев, взорвал себя гранатой, за что был удостоен звания Героя России посмертно. Бойцы «Веги» потеряли в том тяжелом бою 9 человек убитыми.
Из состава колонны погибло еще как минимум 12 человек. Колонну жгли около 4 часов. Разблокировать ее удалось лишь к вечеру с помощью частей 74-й бригады, усиленных танками. Боевики не стали принимать бой, а с наступлением темноты отступили. Таким образом, Хадаб в течение всего дня 9 января держал перерезанной основную транспортную артерию между Грозным, Аргуном и Гудермесом, парализовав по ней всякое сообщение. В течение дня уничтожая все, что движется по шоссе, и не позволив оказать сожженным колоннам какую-либо действенную помощь. На фоне трагичных для российской стороны событий в Аргуне и трассе Мискирюрт-Джалка выделяется в другую сторону действие 3-го чеченского отряда под командованием Асланбека Арсаева, который должен был захватить Шали. Собственно, захватить его боевики смогли по такому же сценарию, как в Аргуне. Быстро просочившись в город, гарнизон был блокирован в здании комендатуры и Временного отдела внутренних дел. Комендант города генерал-майор Беспалов был на месте и призывов со срочной помощи в эфир не посылал. Поэтому необдуманных попыток прорваться на помощь здесь не предпринималось, что и позволило избежать потерь. Боевики стандартно предложили сдаться, их стандартно послали. Тогда Асланбек Арсаев собрал буквально в 200 метрах от здания комендатуры на площади пропагандистский митинг, на который собрались не только боевики, но и их сторонники и подельники из местных жителей. На митинге шли речи о том, что власть обратно поменялась, снова вернулись в Шали законы шариата, российских оккупантов ждет скорая смерть и так далее. Делалось все это под окнами комендатуры, видимо с целью оказания психологического давления на блокированный гарнизон. Однако, наблюдая такое действо, генерал Беспалов решил набрать командованию и навести на боевиков удар ракетой .У. В итоге произошло то, о чем наши СМИ чаще всего и пишут, когда речь идет о событиях в Аргунском треугольнике. Потому что здесь, в Шали, для боевиков все кончилось совсем плохо. Ракета .У легла прямо в митинг, нанеся огромные потери боевикам. Тут у нас, конечно, любят говорить и о 200, и даже о 300 боевиках, которые в один момент отправились в чертоги Мандоса. Там и всего-то 300 боевиков не было. Более реальная цифра указана в книге «Грозный особый район». Это 82 сосчитанных трупа. Но тут надо отметить, что часть из них это не люди из самого отряда Арсаева, а местные, присоединившиеся к митингу. Так или иначе, для боевиков это были серьезнейшие потери, после которых в Шали им ловить стало окончательно нечего. И они покинули город. Сам Арсаев получил ранение и отбыл на лечение в Турцию, откуда разумно предпочел более не возвращаться. К 11 января отряды боевиков покинули Аргун, Шали и прилегающие районы и благополучно вернулись в свои горы. Говоря об итогах, прежде всего нужно говорить о потерях. Российская сторона в ходе этого комбинированного удара потеряла как минимум 79 человек убитыми. Среди участвовавших в событиях частей в этот период имеется еще 1,5 десятка погибших, часть из которых однозначно погибла именно в этих событиях, так что список не окончательный. Потери боевиков сопоставимы с этой цифрой прежде всего благодаря ракете .У в Шали. Из 3 намеченных целей для удара, лишь в Шали операция боевиков закончилась провалом. В Аргуне и на шоссе боевики нанесли российской стороне горькое поражение, надо называть вещи своими именами. Да, они не смогли оказать влияние на штурм Грозного, однако смогли устроить унизительный погром прямо в тылу российской армии. На 2 дня практически захватить 2 города с населением в 30 и 50 тысяч человек. Наконец смогли, выжив из ситуации максимум, организованно и беспрепятственно отойти обратно в южные районы Чечни. Российское командование в очередной раз показало полный провал в разведке. Крупную операцию противника, которая готовилась несколько дней, в которой приняли участие сотни человек, тупо проспали. Ожидались максимум засады на дорогах, атака городов Аргун и Шали стала полной неожиданностью. Основным противником боевиков стали милиционеры и тыловики внутренних войск. Из боеспособных частей в данном районе оказались лишь несколько десятков бойцов спецназа внутренних войск, а также части 74-й мотострелковой бригады, которые, правда, действовали мелкими группами, буквально повзводно, что приводило лишь к невозможности такими силами выполнять задачи, либо к полному уничтожению таких групп по отдельности. Достаточно сказать, что из 79 известных имен погибших, 67 человек из системы МВД.
Боясь называть Чеченскую войну войной, а вместо этого контртеррористической операцией, привело к такой порочной практике, другого слова не подобрать, использованию везде, где только можно и где нельзя, ОМОНовцев и СОБРовцев, командированных тысячами со всей России. В итоге милиционерам приходилось часто выполнять войсковые задачи, абсолютно им не свойственные. Отсюда ненужные потери. Эта практика наложилась на объективную ситуацию с нехваткой реально боеспособных частей в Чечне, которых просто не хватало на всю территорию республики, что и приводило к тому, что при фронтовых, по сути, гарнизонах посреди большой и жестокой войны, именно войны, а не контртеррористической операции, находились не армейские части с бронетехникой и артиллерией, а милиционеры и части внутренних войск. Стоит также отметить, что по итогам такого опустошения, конечно, были сделаны выводы. Усилены меры по охранению колонн, усилены гарнизоны, комендатуры. В течение января Хаттаб больше не рискнул спускаться с гор, чтобы повторить свое контрнаступление. Однако же и активных мер по уничтожению хаттабовской группировки также не предпринималось. Грозный продолжал удерживать на себе внимание и российского командования, и общественности. Все остальные события, какие бы драматичные и кровавые они не были, неизбежно остались в тени штурма Грозного. Однако это не дает нам права забывать о тех, кто сражался и погибал там, куда не приезжали журналисты. А таких мест среди этой войны в то время было немало. И пока боевики осаждали Шали и Аргун, пока горели колонны под Мескер-Юртом и Джалкой, пока гибли разведчики 84-го разведбата в Дубаюрте, точно так же истекали кровью морпехи 61-й Киркенесской бригады Северного флота в горах Веденского района.